Привет, я Виталий Ильин, автор и композитор проекта «Ойцман». «Растопленный океан» нельзя назвать альбомом. Это одно произведение, которое разделено на 3 части. Мы называем этот альбом триптихом, и это триптих о внутренней борьбе, о внутренних переживаниях, которые проживает каждый человек в своей жизни. Первая часть произведения называется «Коллапс». Эта часть погружает человека в состояние рефлексии. Тема меланхоличная, очень минималистичная и вызывает внутри глубокие чувства тоски. Вторая часть произведения — это вокальная песенная часть, которая называется «Катастрофа». Эта часть сталкивает слушателя лицом к лицу с его страхами. «Мой растопленный океан» — это фраза, которая символизирует стихию природы, наши рухнувшие мечты. Фраза «непобедимый Левиафан» — это символ некого чудовища, морского чудовища, которое утягивает наши мечты куда-то там в пучину. Это часть о катастрофе, о внутренней и внешней катастрофе. Третья часть этого произведения называется «Катарсис». Это часть о высвобождении эмоций, о тех накопившихся переживаниях за первую и вторую часть, которые в дальнейшем выстреливают в это высвобождение, катарсис. И в этом вся суть всего произведения, всех 3 частей. Мы не всегда можем предотвратить жизненные кризисы. Они могут либо нас сломить, либо сделать нас сильнее. И выбор так или иначе остается за нами. Что касается того, как было записано это произведение. Главные инструменты — рояль и виолончель. Инструменты были записаны вживую. Рояль на студии «Добролет», на нем сыграл я, и виолончель, на ней исполнил главную партию Илья Убогих. Для меня было очень важно, что мы записали именно живые инструменты, наверное, потому что они дают какое-то необыкновенное свое глубокое, насыщенное дыхание. Слова песни были написаны моей подругой Катрин. Песня извечная, «Прохожий домой» — это также ее стихи. Мне очень нравится ее поэтический стиль и то, как у меня получается писать музыку на эти стихи. Я написала этот стих 1,5 года назад. Я уже тогда была в эмиграции и уже более-менее пыталась наладить свою жизнь. Я просто остановилась в потоке мыслей и поняла, что столько потерь случилось. У каждого свой океан, у каждого он бывал растоптан. И вот ты стоишь посреди засушливого дна и не знаешь, наполнится он в будущем или нет, как долго это будет происходить. Ты даже не пытаешься что-то исправить, потому что кажется, что это не в твоих силах. Вот. И это такая пауза, где ты можешь, наверное, полностью прожить вот эти трудности, вот эти переживания, которые прям на тот момент они очень сильно поглощали меня изнутри. И на самом деле даже до сих пор эти переживания не остаются, и остается только ждать, когда этот океан сможет вновь наполниться. Я покажу проект «Растопленный океан» внутри, как он выглядит внутри программы. Все дорожки, инструменты, которые, возможно, вы не слышите за аранжировкой, я открою отдельно и покажу. Все начинается с первой части. Это основная тема, которая является лейтмотивом всего произведения. Это та же самая тема, тот же самый лейтмотив. Но к нему присоединяется виолончель. Чуть дальше к роялю и виолончели присоединяется вторая виолончель, которая играет сверху. Так они звучат вместе. Из чего состоит песня? Конечно, я думаю, вы слышите, что там рояль, вокал, что там есть барабаны, что там есть бас. Это все понятно, это все слышно. Но также я покажу момент проигрыша, где играет очень много инструментов, и что там за инструменты, я включу их по очередности. Лейтмотив, который был и в первой части, и здесь его также играет рояль.
вместе с роялем его также начинает играть синтезатор. Это очень интересно, помогает этой теме стать более широкой, более объемной. Что еще здесь играет? Здесь играет дорожка под названием «Дюна». Это очень интересная дорожка, она для меня очень важна, потому что я думаю, что с нее началась вообще вся аранжировка песни «Растоптанный океан». Почему «Дюна»? Коротко, «Дюна», потому что, наверное, была какая-то ассоциация с фильмом «Дюна» по смыслу, что это пустыня, потому что песня «Растоптанный океан» о том, что место, где был океан, растоптали, и сейчас это засушливое место. И «Дюна» сквозь трек дает лейтмотив именно пустыни. Этот инструмент — это не синтезатор, это не электронная библиотека, это живой инструмент, это живая скрипка. И я просто сделал из этого живого звука вот именно такой звук. Дальше вступают тимпаны, литавры. Это большие такие барабаны. Конечно, они дают эффект настоящей катастрофы, как и называется эта часть. Также при повторе второго проигрыша после второго припева все играет то же самое, за одним исключением, что присоединяется виолончель. Именно тот самый лейтмотив, который был в первой части. Для некой монотонности и назойливости это пьяный арпеджиатор. Он намеренно звучит раздражающе. Мне хотелось сделать что-то напряженное. И я думаю, что вот этот вот инструмент, он создает постоянное напряжение, которое не прекращается. Оно играет практически в течение всей песни, где-то сзади, и играет слева направо, если вы можете это заметить. Мои страхи, ставшие жизнью. Также в этой песне есть небольшая пачка из кларнетов, которые я тоже сыграл. Так она звучит в песне. Заканчивается песня голосом и роялем. Растоптанный океан. Задача была записать вокал именно близко, и в последнее время я сейчас так стал записывать вокал, чтобы он был очень близкий, очень теплый, для того, чтобы показать некоторую интимность, трепет. Растоптанный океан. Песня перетекает плавно в третью часть, в финальную часть. Это некоторый шлейф от реверберации. И начинается третья часть. Тема рояля олицетворяет некоторое подобие волн, которые, так скажем, возвращаются в эту иссохшую пустыню, где раньше было море, и туда снова возвращается вода. Уже под конец третьей части, где мы слышим, что вступают другие инструменты, там вступают скрипки, виолончель, бас и хор. Лейтмотив, заглавная тема, которая была в первой и во второй части, но только в другой тональности. Здесь добавляется, точнее меняется третий аккорд. Именно этот аккорд в этом лейтмотиве дает некую надежду, о которой мы говорим. Заканчивается произведение также тем же самым лейтмотивом, основным лейтмотивом уже в другой тональности, не как коллапс, а заканчивается именно как катарсис, именно как высвобождение эмоций. Я могу показать на примере, вот как заканчивается первая часть. И я включаю третью часть. Это надежда. Сегодня моя музыка — это переплетение жанров. С самого детства, как только я пошел учиться на фортепиано, где-то примерно с 12 лет, я стал сочинять фортепианную музыку.
просто инструментал. Уже в юношестве, где-то 18 лет, я любил фолк, и у нас была команда «Воздухоплавательный парк». Дальше я перешел более в поп-звучание, где-то в электронное звучание, ambient звучание. Но несмотря на это, я все равно периодически использовал неоклассику. Вот так вот в песне «Сон» в альбоме «План на осень» вы можете услышать довольно классическую фортепианную вставку. Визуал для альбома «Растопленный океан» сделала Дарья Грицай. Это очень талантливый фотограф. Очень нравится ее видение, ее эмоциональная отдача во время съемок. Сведение для «Растопленного океана» сделал Миша Нестеров. С Мишей Нестеровым мы знакомы уже 6 лет. Это большой профессионал своего дела. Мы уже работали с ним над несколькими треками. Также он работал над моим альбомом в рамках «Лен Мостов». Надеюсь и верю, что мы будем также сотрудничать в дальнейшем. Мастеринг для «Растопленного океана» выполнил голландский мастер-инженер Wimbuild. Это было первое наше сотрудничество, и скажу, что это был очень интересный опыт работы с мастер-инженером или вообще профессионалом именно зарубежным. Для создания треков только вдохновения и творчества недостаточно. Конечно, творческая составляющая безусловно важна. Это музыка, стихи, визуал, концепция. Но это также командная работа. Над всем проектом, все, что касается концепции менеджмента, работаем я и братья Александр и Евгений Горянин. Мы сделали за эти 6 лет все релизы, включая «Растопленный океан». Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Чтобы помочь проекту Ойцман, обязательно ставьте лайк этому видео и делитесь с вашими друзьями. Также делитесь музыкой с вашими друзьями. Это очень поможет развитию проекта.